Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я буду готовить рагу. Рагу куриное с грибами и с овощами. У меня филе бедрышек куриных, грибы шампиньоны. Крупные я нарезала пополам, мелкие оставила как есть. Лук-порей, половина стебля, лук репчатый, луковица, перец красный сладкий, разные специи, 2 лавровых листа. Итак, начинаем. В кастрюлю немного оливкового масла. Вы, как всегда, можете использовать любое растительное масло. Филе курицы и грибы все вместе отправляем тушиться. Фактически нам нужно это обжарить до слегка золотистого цвета. Обжариваем курицу и грибы, периодически примешивая. Грибы и курица отдадут сок, нам нужно, чтобы он выпарился. Не переживайте, грибы будут мягкими, они не будут резиновыми. Слегка обжарили до золотистого цвета. Теперь можно добавить лук репчатый, лук-порей, нарезанный кольцами. Все хорошо перемешать и протушить до прозрачности лука. Теперь можно отправить перец сладкий, чеснок, нарезанный пластинками. У меня 1 зубчик чеснока. Вы можете добавить любое количество по вашему вкусу. Все хорошо перемешали и минуты 2-3 обжарили все вместе. Одна чайная ложка тмина, 1 чайная ложка орегано. Специи, как всегда, вы добавляете по своему вкусу и те, которые вам нравятся. Очень многие путают гуляш и рагу. Чем же они отличаются? В гуляше только мясо и соус, а в рагу, кроме мяса, есть овощи. Немного картошки, у меня 1 картофелина. Не для вкуса, а просто так, для разнообразия. Добавить воды, чтобы они полностью покрыли овощи и курицу с грибами. Соль по вкусу. Я знаю, что мне достаточно 1 чайной ложки на литр воды. Перец черный молотый также по вкусу добавьте. Я обязательно добавляю пол чайной ложки куркумы, так как куркума – это природный антибиотик. 2 лавровых листа. Все перемешать, довести до кипения, убавить огонь, накрыть крышкой и тушить до готовности картофеля. За 10 минут до готовности добавить мелко нарезанную зелень. Это может быть петрушка, укроп или кинза. У меня петрушка. И наше рагу готово. Я подаю его на стол с йогуртом. Сверху немного зелени нарезанной. И, пожалуйста, наше прекрасное легкое блюдо готово. Очень сытно, очень вкусно. Я рекомендую вам приготовить. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита и до новых встреч!